Взрыв в Севастополе, официальная версия взрыв бытового газа. Я люблю брать новости свежие и сразу найти, какая информация и кто что говорит, какие официальные заявления, потому что это является ключом к пониманию в дальнейшем, когда что-то переработают, в чьих-то интересах скажут. Так что давайте пройдемся, что на данный момент известно. До 2 выросло число погибших, соболезнования родным и близким при взрыве в Севастопольской пятиэтажке. Взрыв разрушил часть стены в квартире на 1-м этаже и перекрытие с 1 по 3. В соседнем доме загорелись квартиры в 2 подъездах. Число пострадавших увеличилось до 8. И теперь дальше давайте попробуем ознакомиться с тем, что нашла нейросеть. По этому вопросу я задал, собери свежую информацию, кто что высказался, везде все собирай, такая есть возможность, храни бог интернет. И вот, чтобы, если когда в дальнейшем вы что-то услышите, чтобы вы знали, с чего начиналось и какая была первая реакция, кто взял ответственность, неответственность, кто что видел. Да, РФ официально утверждает, что это взрыв бытового газа, предварительная версия. И это подтверждает губернатор Севастополя Михаил Развожаев и российские СМИ. Причины выясняются, но эпицентр — квартира на 1-м этаже в доме номер 14 по улице Павла Корчагина, где, по предварительным данным, рванул газ. Что известно на данный момент по состоянию на 24 марта 26-го последние часы. Взрыв произошел ночью около 0:30 по московскому времени в пятиэтажке «Хрущевка» на улице Корчагина, 14. Разрушена часть стены в квартире на 1-м этаже, плюс перекрытие с 1 по 3 этаж. От ударной волны пострадал соседний дом номер 20. Там загорелись квартиры в 2 подъездах. Огонь охватил 3 этажа. Пожар локализовали. Погибли 2 человека. Соболезную еще раз. Число выросло. Пострадавших минимум 4-8 по разным обновлениям, включая легкие травмы, ожоги. Эвакуировали жителей 2 домов. На месте работает МЧС. Прокуратура начала проверку. Повреждено минимум 15 квартир. Выбиты окна. Частично обрушены конструкции. Что говорят не в РФ. Давайте посмотрим окружающее сообщество человеческое на площадках, например, украинские СМИ и Твиттер, независимые каналы, украинские международные источники, корреспондент НЕТ, ТСН, УА и УНН, Политнавигатор и другие просто фиксируют факт: взрыв многоэтажки в оккупированном Севастополе. Есть погибшие и пострадавшие, загорелся соседний дом. Они не называют это атакой ВСУ, дроном не берут ответственность и не опровергают версию газа. В отличие от предыдущих случаев, атаки была в марте, где украинские СМИ прямо писали «ночная атака ВСУ» или «обломки дрона». В Твиттере, сейчас X называется, мнения разделились. Про украинские аккаунты типа Крамева-1 пишут нейтрально, саркастично: в Севастополе какая-то взрывная тревожность. Цитируют Развожаева и отмечают, что причины выясняются. Некоторые каналы добавляют версии, возможно, дрон или газ. То есть предположения, конечно же, есть. А локальные и пророссийские посты в основном копируют официалку, плюс видео, фото с места, огонь, дым, эвакуация. Никто из украинской стороны не подтверждает причастность ВСУ. В целом на не РФ площадках нет доказательств или заявлений, что это было что-то другое, атака, например. Все пишут взрыв в жилом доме без спекуляции на акт насилия или ПВО. То есть тут больше эмоциональная такая сторона. Может быть, опять же, официальная версия что-то еще расскажет. Если позже появится официальное расследование, то тогда мы уже с вами сможем, может быть, как-то познакомиться с другой новой картиной. Так что ситуация такая. Пишите, что вы думаете, знаете, может быть, и тогда разовьем эту тему, если понадобится. На этом все. Берегите себя. Главный призыв. Увидимся.